просто. Она основана на ранее доказанном факте о существовании предела у ограниченной монотонной функции. Давайте для определенности, чтобы каждый раз разные случаи не рассматривать, давайте считать, что f не убывающий. Для нарастающей та же самая ситуация, ну понятно, немножко другая будет картинка, и немножко другое будет все. Вот какая-нибудь функция. Так. Монотонная. Полезно представлять такую картинку. В точке x0 возникает разрыв. Где может быть значение в точке x0? Ну, где-то вот здесь, правильно? Где-нибудь здесь, например, или здесь. Это все равно. Ну, вот я где-нибудь там для определенности напишу. Вот так. Это просто иллюстрация, но она позволит нам понять основные идеи доказательства. Итак, пусть f не убывающая. Это означает, что если x' меньше x2 штриха, то f от x' меньше или равно f от x2 штриха. Вот это мы запомним. И давайте теперь, учитывая, что x0 внутренняя точка, рассмотрим множество e минус. Напомню, да, что это множество всех точек x из e, которые меньше x0. По-хорошему x0 писать надо, но мне не хочется, да, слишком много будет значков. Вот, рассмотрим e минус. Как ведет себя функция в окрестности x0, вот где-то слева, вот здесь. Что мы знаем? Мы знаем следующее, что для любого x из e минус f от x меньше или равно f от x0. Правильно? Следовательно, на e минус f ограничено сверху. F ограничено сверху. И является неубывающей по условию, естественно, да? Кроме того, f неубывающая на e минус. Второе условие. Значит, выполнены оба условия теоремы о существовании предела монотонной ограниченной функции. Функция не убывает ограничена сверху. Значит, в крайней правой точке области определения у нее существует предел. Значит, по теореме о пределе монотонной ограниченной функции существует предел f от x, когда x стремится к x0 минус 0. И он, кстати, равняется чему? Супремуму всех значений, если x принадлежит e минус. x0 мы не включаем, да? x0 мы не включаем. Вот. Теорема о пределе монотонной ограниченной функции. Теорема о пределе монотонной ограниченной функции. Это теорема, которую мы сформулировали и доказали до критерия Каши предела функции. Там было две теоремы, вот мы смогли доказать. Так что дело предел существует. То, что это супремум, даже не важно. Факт то, что он существует. Так. Вопросы какие? Что справа? Справа у нас e плюс.
совершенно очевидно, что аналог теоремы есть и для такой ситуации. Но мы просто его не доказываем. Да? Нельзя ли нам ограничиться тем, что мы уже доказали, свести эту проблему? Я хочу доказать, что предел существует. Да? Предел справа существует в точке x0. Свести эту проблему к той, которая решалась бы с помощью теорем, которые мы уже доказали. Можно это сделать. Вот посмотрите. Рассмотрю функцию g от x, которая равняется f минус x. График этой функции как себя ведет? Он симметричен относительно оси y. Вот. g от x это вспомогательная функция, которую мы ввели, и мы ее определили так, это f от минус x. Ну, понятно, что если нас интересует вот здесь множество, да, то тогда для функции g она будет определена в этом множестве. Можно обозначить e' минус. e' минус это множество иксов, таких, что x меньше минус x0. Каковы свойства функции g? Является ли она монотонной? Да. Она является монотонной, у нее просто характер монотонности другой. Так? Она является как раз в данном случае невозрастающей. g от x невозрастающая. И ограничена снизу. Ограничена снизу. Ограничена снизу она значением в точке минус x0. g от x больше или равна g от минус g от x0. Так, минус x0. Вот, значит, для функции g опять-таки выполнены все условия соответствующей теоремы о пределе монотонной ограниченной функции. По этой теореме существует предел функции g от x, когда x стремится, как написать, минус x0, минус 0. Вот так, да? Мы подходим слева к точке минус x0. Функция не возрастающая, ограничена снизу. Она имеет предел. И равняется он инфимуму g от x, когда x принадлежит e' минус. Когда x находится вот где-то здесь. Но учитывая формулу, которая связывает g от x и f от минус g от x и f от x, мы получаем, что этот факт эквивалентен такому, что существует предел f от x, только теперь надо, чтобы уже x стремилось к x0, ну причем с другой стороны, да? Если у нас x стремится к минус x0 минус 0, то минус x к чему стремится? x0 плюс 0. А тут как раз минус x и будет у нас стоять. Значит, x стремится к x0 плюс 0. И равняется он, естественно, тому же самому значению, но это значение, посмотрите, в терминах f, это инфимум функции f только вот для множества e плюс. Равняется инфимуму функции f, когда x принадлежит e+. Ну, собственно, чему равняется, это не важно, но вот, тем не менее, это так. Значит, мы ввели вспомогательную функцию, отраженную, так сказать,
относительно оси y. Увидели, что эта функция является невозрастающей и ограниченной снизу. Да? Применили теорему, определили такую функцию, а потом опять вернулись обратно к функции и получили вот такой результат. То есть и левые, и правые пределы существуют. Может ли оказаться, что эти пределы совпадают? Если левые и правые пределы совпадают, то это означает, что существует обычный предел нашей функции в точке x0. А мы по условию предполагаем, что x0 точка разрыва. Да? Значит, давайте это, может быть, отметим в виде одного предложения. Мы доказали, что в точке x0 существуют пределы слева и справа для функции f. Если бы они были равны, то это противоречило бы условию о том, что x0 это точка разрыва. Если бы они были равны, то это бы противоречило условию о том, что x0 это точка разрыва. Значит, односторонние пределы существуют и являются различными. Поэтому x0 является точкой разрыва первого рода. Значит, односторонние пределы существуют, но являются различными. Поэтому x0 является точкой разрыва первого рода. Все. Теорему мы доказали. Так, ну и пусть вас не сильно смущает вторая часть доказательства. Если вы просто приведете первую часть, а потом скороговоркой скажете, что аналогично можно доказать, что существует предел справа, да еще вот эту формулу приведете, то я радостно скажу, да, правильно. Ну, по крайней мере, если вы не претендуете на пятерку. А если вы еще и картинку нарисуете, вообще это. Да. Вы доказали, что это разрыв первого рода. Да. Но мы ни словом не обмолвились о том, что это не второй и не третий род. Здравствуйте. Но если это первого рода, то как можно одновременно второго? То есть Они взаимно исключающие. Мы сказали, что это неустранимое, потому что нам это было нужно для перехода к утверждению о втором, что они разные, да, слева и справа. А третий чего? Мы доказали, что это, вернее, кстати, третьего нету, да? Есть первый и второй. А второй не надо. Мы уже доказали, что на первом. Значит, понятно, что на втором. Одновременно не нужно. Следствие. Следствие. Так, зря я все, ну ладно. Значит, следствие. Пусть функция f монотонная, пусть x0 внутренняя точка разрыва. Внутренняя точка разрыва. Введем для краткости такие обозначения. Ну, собственно, значение функции понятно. f от x0. Я еще хочу ввести такие обозначения. f от x0 минус 0. Ну, как вы думаете, что это такое? Это краткое обозначение предела f от x, когда x стремится к x0 минус 0. Логично? То есть, вот, если мы в точку x0 не попадем, но будем неограниченно к ней приближаться. Куда мы попадем? Видите, совершенно не обязательно, что мы попадем в точку f от x0. Правильно? Вот такая вот картинка. Аналогично. Введем еще f от x0 плюс 0. Предел f от x, когда x стремится к x0 плюс 0. Вот у нас три значения. Следствие утверждает следующее. Ну,
вот если x0 внутренняя точка разрыва функции, и функция монотонна, то, по крайней мере, на одном из интервалов с концами f x0 минус 0 f x0 или с концами f от x0 f от x0 плюс 0 не существует ни одного значения функции f. По крайней мере, на одном из интервалов с концами либо вот такими, либо такими, не существует ни одного значения функции f. Абсолютно тривиальное утверждение, если посмотреть на картинку. Где может находиться значение? Значение обязано находиться где-то здесь, иначе будет нарушаться монотонность. Да? Если значение будет совпадать с f от x0 минус 0, то тогда, конечно, такой интервал будет пустой. Но в этом интервале будут какие-то точки, и ни одна из этих точек не входит в область значений, во множество значений функций. Да? Если мы выберем любую точку и проведем горизонтальную линию, она график не пересечет. Да? Если у нас вдруг значение совпадает с f от x плюс 0, тогда данный интервал вырождается в пустое множество. Зато этот интервал обязательно не пустой, и на нем не будет ни одного значения. Если же у нас значение функции где-то между находится, что тоже может быть, тогда утверждение будет справедливо и для этого интервала, и для этого интервала. На каждом из этих интервалов ни одного значения нашей функции не будет. А то, что хотя бы один из таких интервалов является непустым, следует из двух неравенств. Совершенно очевидно. С первого неравенства, что f от x0 минус 0 меньше или равно f от x0 меньше или равно f от x0 плюс 0. Это неравенство следует из монотонности. Ну, правда, не совсем из монотонности, да, это если у нас функция неубывающая. Но всегда вот желательно зафиксировать характер монотонности. Для неубывающей вот это выполняется, да? И выполняется еще такой факт основной, что f от x0 минус 0 строго меньше f от x0 плюс 0. Вот из этих двух фактов следует, что обязательно хотя бы один из интервалов не является пустым. Да? Либо этот интервал не пустой, либо этот. Они могут быть пустыми только если все три значения одинаковые, но такого быть не может. А если интервал не пустой, то в нем не будет ни одного значения. Так? Потому что для любых, опять же, вот предположим интервал f от x0 минус 0, f от x0 не пустой. Не пустой. Что тогда мы имеем? Для любого x строго меньше x0, f от x меньше f от x0. Вот почему я пишу, что меньше? Потому что интервал не пустой. Да? Не пустой. А лучше так даже написать. f от x меньше или равен f от x 0 минус 0, а вот это строго меньше. Вот так это еще лучше. И мы видим, что есть промежуток, вот как раз такой, где ни одного значения
f от x нет. Если взять x меньше x0, то мы будем попадать сюда, вот в эту часть. Если взять f от x0, мы попадем сюда. Значит, между ними ничего нет. Ну вот, это следствие, потому что здесь мы активно пользуемся, что любая точка разрыва внутренняя является точкой разрыва первого рода, что есть пределы слева и справа. Да, мы туда же определили саму формулировку. Хорошо. Используя эти факты, мы сейчас сформулируем такую вот тоже интересную теорему. Критерий непрерывности монотонной функции. Критерий непрерывности монотонной функции. Пусть f монотонная функция, действующая на сегменте. Не обязательно строго монотонная. Когда f будет непрерывно на этом сегменте, кроме только в том случае, когда образ сегмента тоже является сегментом. Монотонная функция, определенная на сегменте, является непрерывной на этом сегменте, тогда и только тогда, когда образ, ну или можно сказать просто множество значений этой функции является сегментом. Это здесь как раз множество значений. Да? То есть она исходный сегмент переводит тоже в сегмент. И более того, мы можем более четко описать данный сегмент, если мы определимся с характером монотонности. Вот давайте опять же для определенности считать, что значит, пусть f не убывающий. Не убывающий. Тогда для любого x из сегмента АБ справедливо двойное неравенство. f от a меньше или равно f от x меньше или равно f от b. Ну и вот в этом случае я могу просто написать вот это условие в таком виде. f от a b есть сегмент f от a, запятая f от b. Потому что я уже здесь знаю, что f от a меньше, чем f от b. Вот я хочу это доказать. Я хочу это доказать. В обе стороны. В обе стороны. Необходимость. Необходимость. Я уже знаю, что функция непрерывна, и хочу доказать, что f от AB равняется f от a, f от b. Это множество, да? Мы хотим доказать совпадение двух множеств. Множества совпадают, если каждая из них вложена в другое. Каждая из них вложена в другое. Вот смотрите. Вот, я уже в одну сторону фактически доказал. Поскольку функция f неубывающая, по нашему предположению, то для любого x из АБ вот выполняется такая оценка. В какую сторону я доказал вложение? Все значения функции лежат на сегменте АБ. FA, FB. Так? То есть вот из звездочки следует вот такое вложение. Все возможные значения функции
определенного элемента, он будет находиться внутри сегмента f от A, f от B. Вот это я доказал. Надо обратно доказать. Я теперь хочу доказать, что сегмент f от A, f от B вложен вот в образ функции f. Вот это пока я еще не доказал, да? В обратную сторону. Как вы думаете, как это можно доказать? Как это можно переформулировать? Смотрите. Переформулировать так. Для любого c из f, давайте d, для любого d из f от a, f от b найдется такая точка c из AB, что f от c равняется d. Правильно? То есть найдется такая точка, которая переводится функцией вот как раз в эту точку d. Ничего мне напоминает такое утверждение? А потом еще следствие было, да? Это в точности утверждение следствия из теоремы о промежуточном значении. Да? Если у нас есть непрерывная функция, да, принимающая на концах значение f от a и f от b, то для любого c из AB найдется вот картинка. Вот это f от a, точнее для любого d, f от b. Вот мы берем какое-то d, какое-то промежуточное, да? Здесь даже не важно, что функция монотонная. Она может быть и не монотонной, да? Но все равно хотя бы одна точка обязательно найдется, которая переводится в d. Так что вот это утверждение следует из теоремы о промежуточном значении. Так и напишем. А это выполняется в силу теоремы о промежуточном значении, так как, повторяю, мы предполагаем, что функция f непрерывна. Функция f непрерывна. Значит, этот факт следует из теоремы о промежуточном значении, так как f непрерывна. И здесь даже не требуется, повторяю, что... Право тут, знаете что, надо было мне еще одно в самом условии сказать, одну мелочь. Ну, это совершенно очевидная мелочь. Давайте потребуем, чтобы f от a не равнялось f от b. То есть выбросим из рассмотрения постоянные функции. В этом случае, конечно, тоже можно было сказать, что сегмент переводится в сегмент, но это выраженный будет сегмент, да? В этом случае образом является одна точка. Нас это не интересует. Значит, не рассматриваем постоянные функции. Не рассматриваем постоянные функции. Ну, мы требуем, чтобы f от a не равнялось s. Ну вот. Необходимость мы доказали. Если функция монотонная, определена на сегменте и непрерывна там, то и образ обязательно тоже будет сегмент. Причем с концами в значениях на концах исходного. Достаточность. Достаточно. Это будет еще проще. Это будет еще проще. Значит, дано здесь, что f от AB равняется f от A, f от B, доказать, что f непрерывно на A. Докажем от противника. Предположим,
что функция не является непрерывной на b от противного. Пусть существует x0 из сегмента AB точка разрыва. F. Точка разрыва. Я дополнительно предположу, что x0 принадлежит интервалу. А сами вы можете подумать, что изменится, если предположить, что разрыв происходит на концах. Это еще проще. Значит, предположим, что x0 это внутренняя точка. Если это внутренняя точка разрыва, ну и мы, видите, для определенности считаем, что функция неубывающая, давайте применим вот то следствие, которое мы только что сформулировали. Используя те обозначения, которые в этом следствии были, значит, по только что доказанному следствию мы получаем, что либо интервал f от x0 минус 0, f от x0 не принадлежит, не вложен, точнее, в f от AB, либо интервал f от x0, запятая f от x0 плюс 0 не вложен в f от AB. То есть вот у нас на оси y, для наглядности вертикально нарисую. Вот это f от A, это f от B, вот это где-то f от x 0. Так вот, или здесь f от x0 минус 0 есть, либо здесь нет ни одного значения нашей функции, либо здесь нет ни одного значения нашей функции. Так, что это такое неправильно? Ну, конечно. Есть обязательно дырка. Это чему противоречит? Это противоречит как раз условию, что образ нашей функции совпадает со всем сегментом. Да? Раз есть дырка в этом сегменте, то значит мы получили противоречие. Если предположить, что есть внутренняя точка разрыва, то обязательно найдется часть сегмента, которая не входит в множество значений функции. Ну вот и все. Можете отдельно, как я сказал, рассмотреть случай, когда разрыв происходит в точке А или в точке Б. Там тоже все очень просто. Тоже будет обязательно дырка в сегменте, причем не в начале или там. Вот такой критерий. Мы, собственно, этот критерий доказали для того, чтобы сейчас сформулировать и легко доказать обобщение теоремы о строго монотонной функции. Может, даже вы еще и ее не забыли после коллоквиума, да? Вот сейчас мы эту теорему еще раз сформулируем, причем больше утверждений в нее добавим. Ну, старое тоже добавлю, чтобы вы лишний раз вспомнили. Значит, теорема о строго монотонной функции. Так. Пусть f, опять же, определена на... Кстати, не обязательно на сегменте. Пусть в начале e. Пусть f определена на e, действует в R, строго монотонная функция. Первая часть утверждения будет в точности переформулировкой той теоремы, которую мы в самом начале приводили. Значит,
Тогда функция f, действующая из e в f равная f от e, что можно мне сказать? Ну, на коллоквиуме писали, по крайней мере, кто-то писал. И даже что-то правильное кто-то писал. Биективная. Видите? Вот про эту функцию сказать, что она биективная, нельзя. Потому что монотонность, строгая монотонность, обеспечивает инъективность. А сюрреактивность может нарушаться. Но вот если мы в качестве области действия возьмем только множество значений, тогда она будет биективна. Тогда она будет биективна. Дальше. То есть существует обратная функция f-1, которая действует уже из f в e. Это то же самое, что и биективность на самом деле. И еще один факт, который в нашей теореме был. Да. И эта обратная функция тоже является строго монотонной, причем характер монотонности совпадает с характером исходной функции. Ну давайте это запишем. Эта функция также является строго монотонной. Характер монотонности совпадает с характером монотонности функции. Это первая часть нашей теоремы, которую мы уже доказали, и доказывать второй раз мы ее, естественно, не будем. А вторая часть как раз новая, использующая новые понятия. Теперь мы дополнительно требуем вот что f, действующая из e в r, непрерывно, ну, естественно, не строго монотонно. И e является сегментом. И e является сегментом. Тогда во-первых, f от e тоже сегмент. Мы это f обозначили большое, да? Тогда f большое равное f от e тоже сегмент. И вот эта вот обратная функция, существование которой вытекает из первой части теоремы, непрерывно на f. То есть вот новый факт, важный новый факт, что оказывается, если функция непрерывна на сегменте, то обратная функция тоже будет непрерывной. Доказательство в две строчки. Значит, во-первых, вот откуда это следует? Это следует, первое, то, что f равное f от e сегмент. Откуда следует? Из какой части? Из необходимой, как раз первое, из необходимой части предыдущего критерия для монотонных функций. Необходимая часть. Мы знаем, что f непрерывно определена на сегменте, значит, она переводит этот сегмент тоже в сегмент. Из необходимой части, давайте просто скажем, предыдущей теории. Второе.
А теперь смотрите, f минус 1 действует из f большого E. Что мы о ней знаем? Мы знаем первое. f строго монотонно. Даже то, что строго не обязательно. И второе, мы знаем, что f это сегмент. Да? Это в точности, опять же, условия достаточной части. Если функция монотонна и определена на сегменте, нет. Вот что важно. Хотя нет, стоп, сейчас, секундочку. Определена она на сегменте, строго монотонно. Так, третье. f минус 1 от f есть e сегмент. Вот что важно. А у нас получается тоже сегмент переводит сегмент. Только теперь они меняются местами. То есть обратно. Значит, эта функция строго монотонная, определена на сегменте и переводит этот сегмент в другой сегмент. Значит, по необходимой, по достаточной части предыдущей теоремы f минус 1 непрерывен. f минус 1 непрерывен. Так что при доказательстве мы использовали наш критерий в обе стороны. Вначале мы использовали то, что исходная функция непрерывна, и отсюда получили вывод, что она переводится в сегмент. А потом, уже пользуясь тем, что обратная функция существует и является монотонной, это мы уже знаем, заметили, что она, во-первых, определена тоже на сегменте, переводится в сегмент, и значит, по достаточному условию того же критерия, она обязана быть непрерывной. Вот, доказали. Ну все на сегодня.